Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 19 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами достаточно уникальный день. День денежных открытий. Этот день несет в себе особую энергетику. И сегодня очень важно, чтобы вы обращались сегодня к практикам для привлечения финансового изобилия. Дело в том, что этот день уникален, и очень важно, чтобы вы через ваши мысли, чувства, эмоции притягивали все то, что вы желаете, все, что вы хотите. И сегодняшний день, день денежных открытий, вам в этом поможет. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной и нужной информации. Также сегодня обязательно наденьте одежду одного цвета. Если у вас нет одежды в таком цвете, тогда мы дадим рекомендацию, как вам привлечь деньги в свою жизнь с помощью этого цвета, потому что это денежный цвет, и в этот день, 19 марта, ввиду того, что идут определенные энергии, определенные вибрации из космоса, обязательно нужно нам быть готовым к тем открытиям, к тем возможностям, которые появятся сегодня у многих людей. Главное, не будьте закрытыми, главное, будьте с открытым сердцем. Это очень важно. Давайте разбираться, чем же сегодняшний день интересен и как мы можем привлечь в этот день мыслимые и немыслимые блага. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите: «Я нахожусь в потоке изобилия и даров Вселенной». Еще раз, я нахожусь в потоке изобилия и даров Вселенной. Истинно да будет так. Возможно, у вас есть свои какие-то пожелания, пропишите в комментариях к этому видео. Чем больше вы прорабатываете эту практику, тем быстрее перед вами открываются возможности, появляются определенные знаки, подсказки от Вселенной и так далее, и так далее. Друзья, сегодняшний день у нас 19 марта. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами растущая Луна продолжается в знаке зодиака Рак. И сегодня 9 и 10, 11 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что знак зодиака Рак у нас связан с чем? С домашним комфортом, с семейными отношениями и с нашими эмоциями. И кроме того, под влиянием знака зодиака Рак энергия становится более интуитивной, уважительной к чувствам и нуждам других людей. Кроме того, растущая Луна символизирует у нас с вами рост, развитие и увеличение силы, божественной энергии. Это время, когда энергия поддерживает любые наши начинания. Конечно же, они должны быть только во благо, наши планы, и способствуют их успешному завершению. Что же сегодня, друзья, нам с вами ожидать от этого дня? Дело в том, что под влиянием знака зодиака Раки, растущей Луны, эмоции могут быть более интенсивными. То есть люди могут быть более чувствительными к окружающим людям и к нуждам других людей. Но помните о том, что в первую очередь вы должны позаботиться о себе, и когда вы попали в беду и видите, что вам никто не помогает, и кроме того, вам кто-то еще звонит и пытается достучаться до вас, что вы обязаны кому-то помочь, разберитесь сначала со своими ситуациями, проблемами, нюансами, которые возникли в вашей жизни, и только потом беритесь кому-либо помогать, потому что когда вы в первую очередь кому-либо помогаете, а не себе, вы теряете и в деньгах, вы теряете в своем здоровье, в личном счастье, в отношениях, и это все взаимосвязано. Помните об этом. Кроме того, сегодня прекрасный день для того, чтобы укреплять связи с семьей, с близкими людьми. Поэтому, если вы в вечернее время захотите побыть дома, приходите, постарайтесь пораньше приходить домой. Также старайтесь подумать о том, чтобы, возможно, увлечься своими какими-то хобби, увлечениями. Это очень важно именно в вечернее время. Постарайтесь попытаться выразить свои какие-то идеи, свои какие-то мысли,
Это все, друзья, очень важно. Но, конечно же, в этот день будут определенные опасности. Они будут выражены в переизбытке эмоций, потому что под влиянием энергии знака зодиака Рак, да еще и растущей Луны, вы можете столкнуться с избытком эмоций. Это может привести к чрезмерной чувствительности или к драматизации тех или иных ситуаций. Поэтому Рак все-таки на нас влияет не всегда хорошо, поэтому больше будьте осторожны. Кроме того, у людей некоторых сегодня может проявляться излишние какие-то переживания, и это может привести к избыточной заботе о себе и о других людях. И это может быть для вас стать достаточно утомительным. Вы очень много времени, энергии можете потерять на других людей и в конечном итоге не достигнуть тех целей и задач, которые вы бы хотели. Кроме того, сегодня некоторые люди будут терять ясность мышления и рациональность в принятии решений. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы сохраняли баланс между эмоциями и разумом. Это очень важно. Когда вы находитесь в балансе, вы находитесь в гармонии с миром в своем сердце, то, знаете, вы легко проходите определенные кармические задачи и этапы в своей жизни. Давайте посмотрим на лунный календарь здоровья. Что же этот день несет нам? Как мы уже сказали ранее, все-таки Рак это отвечает у нас с вами за домашний комфорт, за семейные связи, заботу, уют. И, конечно же, очень важно, чтобы вы у себя дома привнесли эмоциональную гармонию и уют в вашу жизнь. Также сегодня очень важно обращать внимание на свое состояние здоровья, потому что сегодня наше тело готово восстанавливаться и укрепляться, потому что, друзья, в ближайшее время у нас с вами будет и полнолуние, а там и затмение, и все это очень достаточно будет влиять, поэтому сейчас набираемся сил, старайтесь побольше есть овощей, фруктов, зелени, это очень важно. Поэтому сегодня также уделяйте внимание своему эмоциональному состоянию. Если есть возможность, проведите время на природе, займитесь медитацией, например, практикуйте йогу для укрепления своего именно эмоционального здоровья. Это очень важно. Кроме того, ввиду того, что наш организм сейчас особенно готов восстанавливаться и укрепляться, поэтому сегодня уделите внимание здоровому питанию. Старайтесь сегодня больше употреблять фруктов, овощей, зелени, для того, чтобы поддерживать свой иммунитет и улучшать, конечно же, общее состояние организма. Также обращаем ваше внимание, сегодня некоторые люди будут в избытке пытаться себя защитить от каких-то негативных этапов в своей жизни, негативных моментов и так далее. Помните о том, что вы должны реально подходить к тем или иным вопросам. Не рвите себе сердце и будьте немножко внимательными и осторожными. Теперь давайте поговорим о лунном календаре дня. Что же этот день несет? Этот день несет, друзья, мы недаром этот день назвали день денежных открытий, потому что сегодня многие люди, вот знаете, вот ни с того ни с сего могут увидеть, что в их жизни, оказывается, есть определенные возможности, есть определенные контакты, с помощью которых они могут изменить свою жизнь именно в финансовом плане. Также сегодня заключить хорошо контракты, проходить собеседование, общаться, обучаться, брать какой-то новый опыт, новые знания. Дальше, если вам сегодня предлагают просто встретиться, просто пообщаться, не бойтесь этого, соглашайтесь, идите, обсуждайте, договаривайтесь, обсуждайте. Сегодня тот день, когда вы можете ни с того ни с сего для себя открыть что-то новое, то, что вам может принести сегодня или в ближайшем будущем вам деньги, прибыль, достаток. Если вы бизнесмен, если вы предприниматель, не стойте ни в коем случае на месте. Ищите новые способы продвижения вашего товара, услуги. Сейчас социальные сети многие предлагают, многие игнорируют, думают о том, что ой, я живу в маленьком городке или в маленькой деревушке, и меня никто не знает, и никому я не нужен. Но когда вы умеете правильно все систематизировать, помните о том, что в вашей жизни
появятся те люди, которые будут помогать им. Да и социальные сети достаточно сильно помогают людям в продажах. Да, нужно настроить, да, нужно начать это делать, потому что выпуская условно один-два видео и ждать чего-то не получится. Нужно постоянно. Это очень, знаете, такая вот трудоемкая работа, но если вы бизнесмен, если у вас есть свое какое-то хобби, если у вас есть какое-то свое увлечение, и вы хотите продавать через интернет, вы должны понимать, что это нужно систематично делать, а также отвечать за свои слова и за то, что вы делаете. Очень часто бывает так, что человек взял заказ, принял заказ через интернет и пропал на 5 суток, а потом появляется и с тем моментом, а что случилось, а что, ну я была занята, я была в творческом процессе, у меня было там вдохновение, я уезжала, уходила и так далее. Так не должно быть, вы должны понимать, что сарафанное радио все равно до сих пор работает. И ваша задача вот именно сегодняшний день, 19 марта, действительно держать ухо востро и смотреть на те тенденции, которые будут происходить в мире, и, соответственно, они будут влиять на каждого из нас. Поэтому не игнорируйте знаки, девочки, мальчики, не игнорируйте подсказки. Да, вот знаете, вот часто бывает так, что Вселенная что-то вас подталкивает, чему-то показывает, знаете, с бубном ходит, а вы, ну, никак не готовы на это обратить внимание. Вы считаете, что это мелочь, что это вам не нужно и так далее. И упускаете какую-то возможность. Поэтому сегодня смотрите, как говорится, в оба, ищите, и вы найдете то, что для вас нужно. Поэтому сегодня, друзья, вы можете увеличивать свои доходы, привлекать новые возможности для заработка. Еще раз повторимся, у каждого своя система, у каждого своя работа, но в общем, знаете, что сегодня действительно такой вот мощный день, который действительно может вам изменить. Кроме того, вкладывайте деньги сегодня в свой дом, в свою семью, все, что связано с семьей, это очень важно. Возможно, подумайте сегодня о том, что вы хотите купить недвижимость или, возможно, инвестировать деньги в семейный бизнес или покупить автомобиль. Вот продумайте вот эти моменты. Не надо сейчас махать рукой, говорить о том, что это все ерунда, это невозможно. Все возможно. И возможно за один год и купить квартиру, дом, и автомобиль, и отправиться в путешествие раз в 3 месяца в какую-то экзотическую страну. Только было бы ваше желание, и вы бы этого хотели. Когда вы этого хотите, когда вы этого желаете, у вас обязательно это все будет получаться, потому что Вселенная делает все то, чтобы вы это получили, потому что вы ей дали приказ, вы ей дали указания, и ее задача действительно это решить. Теперь давайте поговорим о карте Таро, которая выпала на этот день, 19 марта. Друзья, это у нас выпала колесница, и эта карта нам говорит достаточно очень важную информацию. Она говорит нам о необходимости власти и контроля над собой и над своей жизнью. В этот день, возможно, вам придется принять какие-то очень важные решения и действовать на основе собственных убеждений и целей. И вот именно колесница говорит о том, что нам стоит двигаться только вперед, даже если вы на данном этапе в жизни сталкиваетесь с препятствиями, с какими-то проблемами, с какими-то нюансами. Вот вы не должны опускать руки, вы должны идти дальше, добиваться успеха, и тогда у вас это обязательно получится. Кроме того, вы должны взять ответственность за себя, за свою жизнь, за свою судьбу. И очень важно, чтобы вы использовали вот ту энергию, которая есть в вас. Даже если многие сейчас скажут о том, ой, что я, у меня одна пенсия, или я живу на одну зарплату, но вы должны понимать и то, что вы сами себе ставите определенные рамки и живете по ним. Этого не должно быть. Вы должны понимать и то, что вы создатель, вы архитектор своей жизни, вы пришли сюда, да, пройти определенные жизненные уроки, но вы пришли сюда пройти и новый какой-то виток развития прожить, увидеть, посмотреть. Поэтому ваша задача смотреть по-другому на жизнь. Не быть ведомым, а быть лидером в своей жизни. Не на работе, не где-то на улице, не на посиделках, а именно лидером в своей жизни. Это, девочки и мальчики, очень важно. Давайте теперь уделим внимание Архангелу Михаилу и посмотрим, что же сегодняшний совет нам дает. И вы знаете,
Архангел Михаил говорит нам о том, что сила внутри нас, и мы не должны об этом забывать, и мы должны обладать необходимыми ресурсами, способностями для того, чтобы преодолеть любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Также будьте уверены в себе. Видите, сегодня и день по лунному календарю, и карта Таро Колесница нам подсказывает это, и даже совет от Архангела Михаила говорит о том, что каждый из нас должен быть уверен в себе, он должен двигаться. Даже если вы думаете о том, что вам не хватает знаний, опыта, все придет, всему свое время. Только главное, нужно делать шаг за шагом. Также обращаем ваше внимание, что вам сегодня нужно обязательно довериться своей интуиции и идти только своей дорогой. Не так, как скажет Маша, Даша, Петя и так далее. Нет, вот как вы решите, да, вы можете послушать всех, кого угодно, но принять решение именно вы должны, а не кто другой. Помните, пожалуйста, об этом. Многие люди об этом забывают и почему-то перекладывают так невзначай всю ответственность на других людей. И, друзья, что же нам сегодня делать? Какой цвет одежды нам нужно надеть для того, чтобы усилить энергии, которые идут из космоса? Друзья, это у нас с вами зеленый цвет. Вы знаете, что у нас ассоциируется с финансовым успехом, с ростом, с плодородием, с богатством. И вы, используя именно в одежде или в аксессуарах этот цвет, вы можете тем самым активировать энергию изобилия. Поэтому даже шарфик можете, заколочка зеленым цветом, это может быть сумочка, все что угодно. Бывает так, что у человека нет в наличии именно такого цвета. Что мы, друзья, тогда делаем? Просто возьмите нитку в зеленом цвете и завяжите на запястье своей левой руки. И завязали, и ходите. Вот она, когда развяжется, вот тогда развяжется или порвется. Не обращайте на нее внимания. Просто завяжите, и вы тем самым представляете себе, как в этот момент вы становитесь магнитом для привлечения денег, для привлечения изобилия, достатка и благополучия. Помните о том, что вы все можете в этой жизни. Было бы только желание, а все остальное обязательно приложится. Вот такой, друзья, у нас с вами день. 19 марта. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья. В комментариях напишите: «Я нахожусь в потоке изобилия и даров Вселенной». Истинно да будет так. Это очень важно. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.